Всем привет! Добро пожаловать на канал Твой Вкус. Предлагаю вашему вниманию 5 простых рецептов. Уверена, каждый найдет для себя что-то интересное. Не забудьте в комментариях написать, какой рецепт вам понравился больше всего. Итак, приступим. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить помидоры по-корейски. По этому рецепту помидоры получаются очень вкусными. Попробуйте, не пожалеете. Что нам для этого понадобится? Помидоры, у меня 700 грамм. Перец болгарский 1, пучок петрушки, пучок укропа, 4 зубчика чеснока, уксус 1 столовая ложка, масло растительное 3 столовые ложки, сахар 1 чайная ложка, соль 1 чайная ложка. Еще нам понадобится баночка, куда будем все складывать, и блендер, чтобы перемолоть наши ингредиенты. Итак, приступим. Берем наши помидорчики. У меня вот такие домашние. Помидорчики нарезаем ломтиками. Берем помидорчики не слишком сочные, более мясистые. Складываем в баночку. Далее мы берем болгарский перец и очищаем от семечек. Режем кусочками и помещаем в нашу чашу от блендера. Далее мы бросаем чесночок, укроп, петрушку, соль, сахар высыпаем, уксус и растительное масло. Далее включаем блендер и все наши ингредиенты перемешиваем в однородную массу. Достаточно. Вот такая очень вкусная получилась у нас однородная заправочка. Эту заправочку мы наливаем в баночку. Пропитает наши помидорчики. И получится очень-очень вкусно. Далее мы закрываем крышечкой и немножко потрясем, чтобы наша смесь распределилась по помидорчикам равномерно. Мы переворачиваем вот так баночку крышечкой вниз и ставим в холодильник на 8-12 часов. После этого у нас получается великолепная закуска. Очень вкусно. Попробуйте, не пожалеете. С вами будем готовить хренадер. Что нам для этого потребуется? Полкило помидоров, 100 грамм корня хрена, 2 зубчика чеснока, 1,5 чайной ложки соли. Весь состав ингредиентов вы можете посмотреть в описании под видео. Итак, приступим. Помидорчики мы нарежем дольками, можно даже четвертинками. Далее наши помидоры помещаем в чашу для блендера. Туда же отправляется чеснок. Хрен мы нарежем кусочками и тоже помещаем в блендер. Далее высыпаем соль. Закрываем наш блендер и включаем. Вот такой хренадер у нас получился. Вкусно, быстро, а главное полезно.
вами будем засаливать зеленые помидоры холодным способом. Что нам для этого потребуется? На килограмм зеленых помидоров нам понадобится 1 столовая ложка соли, пол столовой ложки сахара, 1 лавровый лист, перец чили, у меня 2 штучки, у меня маринованный, можно брать свежий, можно маринованный. 4 зубчика чеснока, маленький пучок петрушки, маленький пучок укропа и 1 литр кипяченой холодной воды. Итак, приступим. Берем посуду любую, в которой будут засаливаться наши помидорчики. У меня кастрюлька. Нашу зелень режем крупно, не мелко. Чеснок нарезаем пластинками. Перец чили кусочками. Далее на дно нашей кастрюльки кладем немножко зелени. Чеснока. Лавровый листик. Немножко чили. Берем наши помидоры и прокалываем их слегка. И укладываем в нашу кастрюльку. Далее опять берем, накладываем в кастрюльку зелень, чеснок, 5 слой помидоров. Оставшуюся нашу зелень, чеснок и чили. Высыпаем все в кастрюльку. Вот что у нас получилось. Берем нашу кипяченую воду холодную, высыпаем соль, сахар и перемешиваем наш рассол. Теперь наливаем его в нашу кастрюльку. Накрываем крышечкой и оставляем при комнатной температуре на 7 дней. Прошли 7 дней, как наши помидоры стояли при комнатной температуре. Открываем крышечку. Вот они сготовились. Выкладываем на тарелочку. Вот наши замечательные помидорчики засолились. Давайте один разрежем. Вот такие вкусные помидорчики у нас получились. Теперь ставим наши помидорчики в холодильник, и хранить мы их там можем 2 месяца. Освежающий испанский томатный суп гаспачо. Он готовится из свежих овощей, поэтому отлично подходит людям, которые придерживаются полезных диет. Итак, приступим. Что нам нужно для этого супа? 3 помидора небольшого размера, 1 огурец, 1 болгарский перец, 2 ломтика хлеба, 1 зубчик чеснока, петрушка для украшения, уксус 1 чайная ложка, растительное масло 1 столовая ложка и сухарики белые. Готовила я их в микроволновке, ставила на 3,5 минуты. Вы можете готовить как на сковородке, можно поджарить, так можно сготовить в духовке. Еще нам понадобится блендер. Берем чашу для блендера, кладем сразу туда наш белый хлебушек, чесночок, зелень убираем в сторону, огурчик, так. Режем ломтиками, помещаем в блендер. То же самое делаем с луком. Болгарский перец берем, очищаем от семечек. Также режем ломтиками. Помидорчики. Добавляем растительное масло, уксус
И немножко присаливаем, каждый по своему вкусу. И включаем наш блендер. Перемалываем все до однородной массы. Достаточно. Вот такая, видите, вкусняшка у нас получилась. Берем тарелочку, переливаем, берем наши сухарики и украшаем сверху. В серединку петрушечку. Вот такой великолепный у нас супчик получился. Попробуйте, не пожалеете. Помидоры по-корейски. Это отличная закуска, очень хороша для праздничного застолья. Такой салат из зеленых помидоров можно делать и на зиму, но хранить его нужно в холодильнике. Что нам для этого потребуется? Помидоры зеленые полкило, перец болгарский 1, 2 зубчика чеснока, маленький пучок петрушки, красный перец острый по вкусу понадобится, масло растительное 1 столовая ложка, уксус 1 столовая ложка, сахар 1 чайная ложка, соль пол столовой ложки. Весь состав ингредиентов смотрите в описании под видео. Итак, приступим. Помидорчики я помыла. Отрезаем попки и нарезаем кусочками, как вам больше нравится. Помидорчики зеленые мы переложили в глубокую форму. Вы можете брать кастрюльку или любую глубокую большую тарелочку. Далее мы нарежем перец соломкой. Далее нарезаем мелко чеснок. Далее мелко нарезаем петрушку. Далее добавляем соль, сахар, растительное масло, уксус, красный перец. Тщательно перемешиваем. Далее ставим на 8 часов в холодильник, и наша закуска будет готова. Или если хотите закрыть на зиму, то перекладываем все в баночку, наливаем в кастрюльку воду, на дно кладем полотенчик и стерилизуем баночку в воде на медленном огне 10 минут. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита, пока!